Мобильные приложения ViaScan предназначены для работы и фактического учета материальных активов компании. Основой данного учета является маркировка, штрих и QR-коды всех материальных ценностей. Для упрощения материальные ценности будем называть юнитами. Приложение ViaScan физически не привязано к устройству. В случае его разрядки или потери пользователь сможет зайти в свой аккаунт с другого устройства и продолжить работу. Запускаем приложение и вводим логин-пароль пользователя, которые будут вам выданы администратором. В нашем случае я ввожу свой логин и пароль. При первом входе необходимо выбрать сервер, с которым вы будете работать. Вы выбираете ViaScan. Я же для демонстрации выбираю ViaScan Dev. И нажимаем кнопку «Войти». В случае успешного ввода пользователь входит в приложение и попадает в главное меню. Главное меню предназначено для быстрого доступа ко всем основным функциям приложения. Здесь у нас есть 4 вкладки: Действия, События, Остатки и еще с дополнительным функционалом. Рассмотрим раздел «Действия». Все основные действия собраны здесь в одном месте. Приемка юнитов на объект для заведения новых юнитов в систему, списание юнитов с объекта для удаления юнитов из системы, перемещение юнитов с одного объекта на другой, передача ответственности за юнит. Это смена материально ответственного лица. Смена секции юнита. Перемещение юнита между секциями одного объекта без изменения мола. Инвентаризация, которая включает в себя простую и строгую инвентаризацию. В разделе «События» отображается вся история приемок, списаний, перемещений и других действий с учетом ролевой модели пользователя. В разделе «Остатки» отображаются все складские остатки юнитов по всем объектам с учетом ролевой модели пользователя. Раздел «Еще» предназначен для вызова списка дополнительных функций, которые не часто используются в повседневной работе. Верхний бар включает в себя глобальный поиск по всем актуальным юнитам в системе. Поиск осуществляется по наименованию, артикулу, серийному номеру, по комментарию и другим атрибутам. Введем символ в строку поиска. И видим, что происходит переключение в раздел складских остатков. Вводим далее символы. Происходит интерактивный поиск юнитов. Если удалим все символы в строке поиска, то отображается полный список доступных складских остатков с учетом видимости юнитов. Здесь же можно выбрать расширенный фильтр. В этом случае строка глобального поиска очищается и работает только расширенный фильтр раздела «Остатки». И наоборот, если введем символы в глобальном поиске, то расширенный фильтр в складских остатках очищается и работает только глобальный поиск. Как работать с расширенным фильтром более подробно расскажу при описании складских остатков чуть позже. Также в нижней части экрана есть кнопка быстрого сканирования юнитов. Быстрое сканирование предназначено для просмотра карточки юнита и доступно всем, кроме простого сотрудника. Если пользователю недоступно быстрое сканирование, то при нажатии на кнопку выдается сообщение «Нет прав». Для быстрого сканирования нажимаем круглую кнопку с QR-кодом в нижнем баре главного меню. Если вы используете приложение впервые, то вы увидите запрос «Разрешите использование фотокамеры». Для работы необходимо разрешить. Открывается окно для сканирования. Система умеет считывать как штрих-коды, так и QR-коды. Наводим окошко на штрих-код на нашем юните. После считывания штрих-кода открывается карточка юнита складских остатков.
Если вы отсканируете штрих-код, который находится на объекте, к которому у пользователя нет доступа, будет выдано сообщение «Нет доступа для просмотра». Если вы отсканируете штрих-код юнита, который еще не принят в систему или не найден, будет выдано сообщение «Штрих-код не найден». Открылась карточка нашего юнита, мы можем просмотреть все его атрибуты, а также отредактировать в зависимости от прав пользователя. Материально ответственное лицо юнита, либо мол, в карточке из остатков может изменить серийный номер, артикул, заменить штрих-код, изменить секцию, отредактировать комментарий, добавить либо удалить любые фотографии. Пользователь с ролью ответственный работник либо руководитель объекта, когда они не являются молами, могут изменить только комментарии. Пользователь с ролью владелец, когда он не является молом, может изменить категорию, наименование и комментарий. Когда же пользователь-владелец также является и молом юнита, то он может изменять категорию, наименование, серийный номер, артикул, штрих-код, секцию, добавлять либо удалять любые фотографии, а также добавлять либо редактировать комментарии. Каждый раздел главного меню в дальнейшем будет рассмотрен отдельно.